Ну что, всем привет! Вот. Как уже в прошлом видео говорил, завелась. Продолжаем дальше сборку. Уже поменял вот это такое вот крепление. Это крепление крыла. Тут бампер крепится. Но вот с той стороны было сломано. Это с правой. А с левой было сломано. А вот если что, его номер. Вот. 4G0 807 283. Это именно левый. Ну, левая запчасть. Правую я снял, потому что сейчас покажу. Я уже связки держу. Сейчас все буду рассказывать. Короче, этот жгут, вот он шел, и вот та его часть, там была оголена. Я посмотрел, там местами один толстый провод и раз, два, три, 4 тонких провода. И причем 4 тонких провода по 2, по 3 места. То есть где-то протерты были, продавлены, протерты. То есть защита, изоляция ломалась, туда влага попала, и они прям зеленые окислились. То есть они бы укоротили. Ну, в общем, вот не рабочие были. Поэтому я взял их такую ревизию, не ревизию, как сказать. В общем, я их обрезал, поврежденную часть. Спаял, заменил на новую. Соответственно, облетку возобновил. Ну, обновил. Хорошую сделал. Сейчас буду там... Внутри есть такие крепления. Не знаю, будет видно, не видно. Наверное, нет, но вот, хотя вот. Сейчас я как-то показать нужно. Короче, вот такие, вот они, вот. Т-образные такие крепления, к ним по бокам такие жгуты насаживаются. Жгуты, потом вот так вот прижимаются и вокруг их затягивается. Их там 2 штуки, сейчас буду на место садить этот провод. Ну, это просто мелочи замечаются по ходу всего. Я решил сделать, чтобы потом было легче. Все, вот так вот должно быть. Сейчас покажу. Вот. На жгутах все приделано туда. Прикрутил это крепление. Да, и вот оно выходить должно вот здесь вот сюда. Все. Так, ну что, продолжаем. В самом начале снимали вот этот насос отопления. Он вот на этой платформе стоял. Вот его демпферы, я их открутил. Они держались на маленьких таких шурупчиков. Торкс 10. Головка нужна, чтобы открутить. Проще их сразу ставить, потом накручивать. Так вот, стоять он должен вот так. Верхняя труба идет в эту, нижняя вот это в эту. Ну, а это уже на радиатор пойдет. Вот. Сейчас будем его устанавливать сюда обратно. Сначала заведу эту трубку, потом его на платформу поставлю, а потом там снизу заведу, ну и подключу 2 клеммы.
Так, ну что, короб я почистил, установил его. Там такие 3 посадочных на коробе самом, на штырях такие резиновые втулки, а в самих лонжеронах и вот тут вот там такие пластиковые приемные пистоны. Очень тяжело их посадить в эти пистоны, поэтому лучше достать оттуда пистоны эти, сразу же тут их на месте посадить. Прям вот так вот, ну, на корпус просто посадить их проще, да, и потом уже легко просто одеть, потому что если пытаться вот так вот сверху загнать, не получится. На корпусе этого вот воздушного фильтра там эти резинки, они очень такие плотные. Не войдут они туда, короче, без помощи. Поэтому лучше помочь. Ну все. Так. Фильтр вставил. Там такая посадочная есть специальное отверстие в фильтре и приемник такой. Там штырь торчит. Теперь осталось вот там крепление. Так. Нужно, чтобы... Так, с фильтром там все в порядке. Достаем эту мою импровизированную заглушку. Так. Теперь берем большую отвертку. Вот она где. И закручиваем вот эту вот вещь. Все, это хорошо. Так, сидит. Следующим вот это одеваем. Оно защелкивается. Просто тут направляющие только вот еще есть одни. Надо было все-таки это делать, ну ладно, тут есть снаружи. Там, видите, промазал. Сейчас нужно доставать. Промазал. Вот это вот меня беспокоит. Очень. Ну, оно не будет меня беспокоить, потому что когда сюда радиатор станет, оно прижмется и все будет хорошо. Это я знаю точно. Так, тут вот эта вот часть, она должна вот в эти вот эта вот часть, она должна вот в эти вот пазы попасть. И ей нужно помочь это сделать. С внутренней стороны вот так вот. И слегка. Все. Ну вот, сидит на месте. Так, ну продолжаю. Я уже там все почистил. Установил этот короб воздушного фильтра. Фильтр поставил. Ну, это я уже показал. Просто вот накинул сейчас телевизор вот этот. Нужно открутить вот эти вот алюминиевые лапки. Вот тут вот этот болтик откручивается, он садится, потом сверху у него прижимая сюда вот заводится гудок. Вот он посадочный его. И потом сверху это алюминиевое зажимается. Прикручивается этот болт. Да, ну и с той стороны то же самое. Вот. Вот. Перекинул, почистил, собрал вот эту вот кассету радиаторов. Вентиляторы снял, почистил, одел обратно. Сам вот этот вот, как это, не знаю, сопротивление, да, сопротивление печки, вот это вот реле. Перекинул резинки все, нижние вот эти и верхние. Со старого, ну, старого вот этого, старого вроде нормальный, но есть тут вот поврежденные магистрали, вот тут, ну, местами, поэтому он течет. Новый купил. Вот, новый, фирма Nissens какой-то, Nissens. Вверх ногами будут читать так. Артикул, так. Айтем номер 60323, артикул 100. 466-88. Ну, в общем, перевернете. Да.
23 года. Вот. Сейчас буду телевизор устанавливать, а потом выдвину вот так просто. Для этого сейчас я откручу, как уже говорил, вот эти вот болты. Эту вещь нужно там тоже сейчас откручу, ослабить, откинуть. Откручивается оно головкой на 17. Да, я их... Они у меня ослаблены. Я их не зажимал, потому что знаю, что буду откручивать. Так. Вот. Сейчас это вот откручу, потому что не хочу выгибать. Это. Можно вот так достать, просто ослабив. Это с этой стороны. И с этой стороны. Ну так. Пока что положить. Аккуратно с этими датчиками удара. Старайтесь не бросать, ничего такого резкого не делать. Да. Так. Это еще не все. Потом сюда заведу вот этот вот замок. Прикручу сами замки. Еще нужно открутить вот эти вот. Они будут мешать. Их с внутренней стороны вот этой вот лапы отбойника нужно будет прикрутить, чтобы нижняя часть закрепилась тоже за удлинителями этими лонжерона отбойниками. Вот они. Так. 3 с одной и 3 с другой стороны их. Раз. И крайний нижний вот этот. Так, ну все. Готово. Сейчас будем вот так вот раз завел. Так. Трубу раз поправил. И сюда. Это туда. Это труба сюда. Чтобы не мешало. Так, эти тоже открутить нужно. Насадочные эти. Ну, вот так вот оно должно сидеть. Ладно. Да, вот этот вот будет сюда выходить. Этот тут крепится. Сейчас нужно немножко с этим поиграться. Вот. Прикрутил замки, получается. Тут магистрали, то все провел. Тут такие специальные в телевизоре есть такие ниши. И когда в них ставится вот, шнур, вот этот вот трос, они потом сверху вот такими вот металлическими замками закрываются, чтобы никуда ничего не выскочило. Вот так вот. Оп. Все, закрыто. И он там будет сидеть. И тут вот тоже вот есть. Ай, закрепится. Тоже вот. Ай, ого. Тяжело как. Идет. Что ли, что-то там. Так, не сюда. Нет, сюда. Так. Наверное, нужно другой чуть-чуть. Так, там. Чуть выше поднять. Он просто с этой стороны, ясно. Очень сильно загнут, но ничего. Сейчас мы его... Вот, все. Будет крепко.
держаться. 2 тут по одному. 1 вот сюда крепится. Это на провод. Так. Так. Вот так. Вот на эту платформу он ставится. Так. И провод от этого, провод на замки идет в косе с этим, с проводами на фару. Да. А уже в другой косе, там уже идет с левой стороны парктроник и датчик удара, а с этой стороны датчик удара, сигнал. Ну а на сигнал там дальше в той косе будет еще один. Да, поэтому это тоже поделаем. Вот, все. Теперь тут все. Тут все. Тут все. Единственное, что, наверное, его нужно было бы расположить не так, а вот так. Вот, да. Да, скорее всего, вот так он должен стоять. Немножко такая изолента тканевая. Ну, все. Так. Все. Снимаем. Фишка чистая. Эту фишку тоже освобождаем мы. Оп. И вот так вот я защелкиваем. Все, сидит. Хорошо. Ну, а это на фары пойдет. Вот тут фары. Оно и подключится. Тоже немножко нужно сделать поприличнее внешний вид этого всего. Так, продолжаем. Провода я уже так обновил оплетку, обмотку тут вот все, потому что были разбросаны. Так вот, еще раз повторюсь, с фарой, ну вот у меня 2 на фару идут и 1 на замок, а потом этот жгут, вот такой коннектор желтенький, вот он идет на датчик удара. Это парктроники, там идет жгут на гудок левый. Это пойдет на как его, господи, забыл, на радиатор охлаждения там. А это будет датчик, антенна в радиаторе и что-то еще тут забыл я для чего этот, но потом по ходу разберусь. Ну и тут тоже фара, 2 фишки. Это на замок, 1 удар, на удар датчика и на гудок. Ну, а это крепление, оно потом к отбойнику крепится. Что хотел показать по поводу этого фильтра. Да, тут вот такие вот усики, сейчас покажу. Вот, я их отгибаю вот так вот. Отгибаю. Отогнуть их. Вот, достать саму эту. С этой то же самое сейчас проделаем. Ставлю. Раз. Так. Так вот. Воздушный фильтр. Так, тут вроде бы уже больше ничего, по-моему, я не буду устанавливать. Поэтому можно все закреплять. Так, воздушный фильтр. Ой, смотрите. Вот эти вот. Они
Сейчас вы поймете. Их очень тяжело ставить. Вот видите, если вы будете вставлять просто давить, вот оно не влезет просто физически. Поэтому проще взять и сразу же достать корпус этот пластиковый и его прямо здесь на месте. Вот так вот помочь. Раз. Раз. Вот так вот 2. Ну и 3. А его уже легко, он потом просто в корпус, в этот сам металл, вот так вот на защелку вот эту всаживает, ну, залазит и все. Да, поэтому, ну, так проще. Потому что вы не забьете. Ну, там нужно очень как дурному стучать, потому что эти резинки, они амортизируют. Не загоните вы их. Оп, заводим. И сейчас нужно по этим направляющим сыграть. Так, это сюда заведем. Так. Да, не попало. Тут, вот смотрите, видите, просто хоп, все. И он вот, все, вот смотрите. Ну, видите, все, он сидит крепко. Вот. Стоит только чуть-чуть надавить, и он уже в пазы садится. Вот и все. Поэтому, ну, я бы рекомендовал так делать. Теперь что следующим? Следующим у нас идет сам радиатор. Да, несем радиатор. Ах, да, еще забыл. Тут на телевизор крюк. Крюк такой приемный. Принимает капот. Взять его и прикрутить тоже. Сейчас. Так. 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 Вроде бы тут все. Теперь радиатор. Теперь радиатор. Радиатор. Вот это вот правая сторона. Да, вот мелкая трубка сюда садится. Сюда эти большие. Я их сразу же сейчас. А это дополнительный какой-то отсек. Не знаю, что это. Короче, я сейчас их смажу. Силиконовой смазкой, чтобы было легче все. Так, еще раз. Замок она вставляется легко, кассета просто садится, и вот тут внизу и там внизу замок, а здесь просто поддержка. Тут фишки. Этот провод идет сюда, там центральный идет вон туда, на этот вентилятор, а этот сюда. Вот так. Все, понесу. Туда. Так. Устанавливаются они вот как. Такие пазы есть. Нужно задвигать нужно. Вот так, раз. Так, вот 2. Освобождаем трубки. Все эти. Потому что они будут участвовать. Угу. Так, хорошо. Плотненько будет хорошо. Освобождаем бумажки. Все, там больше ничего нету. И тут ничего нету. Этот сразу же
Так. Очень плохо одевается. Ну, плотно. Вот. Те большие трубки, ну, в принципе, не было проблемы установить. Там все защелкнулось, все установилось, все нормально. Но самая большая проблема была вот этой маленькой трубкой, гадкая такая. Она хрупкая, и я боялся передавить. Все нормально. Установил. Внизу все сел, посадил. Остается что? Правильно. Установить вот эти вот специальные такие пальцы. Оп, есть. Раз. И вот тут вот. А так все. Подключил этот на возврат трубку. Одну, там внизу вторая трубка. В пазы села. Прикрутил там. Ну, такие вот тут. Вот тут просто направляющая, тут болт прикручивается. Так, радиатор. Все. Замки. Да, кстати, левый замок вот этот, он не с той стороны, он вот отсюда должен выходить. Вот он выходит, сюда идет. А в этот уже внутри, только тут выходит. Поэтому по-другому немножко. Так, ну что, установил я радиатор. Все. Включил датчики удара всякие. Гудки. Ну, короче, то, что мог, подключил. Хладогены все эти. Всякие антенны. Это. Да, вот на антенну вот этот вот фишка идет. Там антенна лежит. Я не подключал еще. Так. А так, все подключено. Антифриз залил. Залил я. Так, сколько осталось? Литр. Залил я 5 литров. Там немножко еще воды было. В принципе, пол-литра воды было. Ну, то есть, вот 5,5 литров я залил. Да. Залил, завел, прогрел. Оно прокачалось. Сразу, конечно, забыл этот вентилятор подключить. Да. Теперь я ее включил. Сейчас проведем диагностику. Так, ну что, заканчиваю уже. Меня буду смотреть потихоньку. Конечно, да, елка та еще. Электрооборудование. Датчик температуры. Датчик давления хладогена, температуры, как я и говорил. Так, фонарь, двери, лампа, подсветка порога. Что-то не работает. Так. Так. Отопление климатическое. Ну, это кондиционер. Напряжение слишком низкое. 12,45. Вентилятор. Датчик температуры охлаждающей жидкости. Ну-ка. Так, давайте это потом. Сейчас просто стеремся. Все, датчики удара я подключил, поэтому airbag надпись исчезла. Сейчас посмотрим. Так, итого у нас осталось 4 ошибки. Это датчик давления температуры. Это я кондиционер. После выключения зажигания электроника, отопления и климат. Ясно.
Так, корректор фар. Фар нету, поэтому и не работает. Электроника тормозной системы. Принижение давления. Ну, давление в шинах. Они там никакие. А это что? Головное устройство. Ну, в принципе, вот. 4 ошибки. По-моему, ошибки ушли. Сейчас заведем, попробуем. Так, выход. Угу. Сейчас я выйду. Отключу. Вот это вот все. Так, ну что, заводим. Раз. Угу. Выключил. Так, сейчас окончательно выключить. Так, включаем. Раз. И заводим машину. Так, ну что, ошибки все пропали. Ошибки все пропали. Ага. Так. Масло в порядке, уровень. Так, ну что ж. Сейчас посмотрим. Так, ну... Пока выглядит все вот так. Уже, я считаю, лучше. Будем добиваться дальше идеальных результатов. Так, завелась. Очень много ошибок ушло. При прочистке, подключении всякого рода там датчиков. Теперь что? Ну, установлю вот интеркулер. Получается радиатор. Устанавливается он легко. Сейчас я покажу, как устанавливается. Блин, тут и говорить-то нечего. Так, устанавливается он как? Сейчас покажу. Вот у него такие есть тут салазки. Вот это просто сюда одевается. Это защелка. Защелкивается вот эта вот защелка. Она защелкивается вот сюда, а это одевается. То есть сначала нужно вот так одеть, а потом защелкнуть. Ну, а тут просто одевается и вот этим шурупом вот сюда вот это вот прикручивается. Показываю. Так. Немножко трубы мешают, но ничего. Так, уйдите. Нет, вверх. Так. Так. И вот так, до щелчка. Ну, а тут, соответственно, должен быть не щелчок, а прикручивать, вернее. Прикручивать. Оп, чуть-чуть. Сюда. Сейчас прикрутим. Вот и все. Что касаемо так. И тут накинем тоже. Ух. Тут плотно как-то. Очень даже плотно. Не хочет. А вот все. Готово. Так. Угу. Не хотя. Сейчас захочет. Так, ну все. Делаю эту трубу. Сейчас не отверткой, а лучше головкой на 7.
Она сюда как раз идеально подходит. Берем и аккуратненько закручиваем. Вот. Уже картина немножко вырисовывается. Так, это должно быть вообще вот так вот. Как-то оно должно сюда, то ли сюда проходить. Нужно потом посмотреть, вспомнить. Как-то оно должно быть. Да, вот так оно должно быть. Поверх этого. Да. Ну, а это сюда вот так. Это так, а это так. Ну, давайте закроем, попробуем капот. Так, лейка опять. Гадость, лейка. Вот капот. Так. Чуть-чуть вот здесь нужно с зазорчиком. Потому что я крепление ставил, я откручивал крыло меньше. Тут нужно ниже сам капот сделать. А может быть даже было бы... Не, капот нужно ниже сделать. Отрегулировать там его наклон, чтобы он сидел пониже. И все. Это я выправлял, потому что в Америке на аукционе продавался целый капот, а эти перевозчики на аукционе, они погнули этот зуб при перевозке машины туда-сюда. Жалко, конечно. Очень жалко, но ничего не поделаешь. Так случилось. Ну что, продолжаем. Так, значит, что? Правая фара. Крепление вот это вот восстановил. Прикрутил там, на всякий случай на клей посадил. Вот. Так, вроде бы как, я ее установил. Ну и она стоит хорошо вроде как. Да. Эту я чисто так накинул, потому что у меня, во-первых, вот там нет такого крепления. Сейчас покажу какое. Ну, посадочное там. Покажу сейчас, короче. И двух болтов нету. Там опять крепление с болтом это и то, там, которое в крыло. Крепление крыла. Я чисто, получается, на это закрепил. Тут поставил, чтобы было. И все. Еще пришел радиатор кондиционера бэушный. Нашел. Надеюсь, что продавец не обманул. И он действительно целый. Но по внешнему виду вроде как с фотографии был целый, но сейчас буду открывать. Сейчас он пришел. Что еще? Да, заводил. Работала она 20 минут. Ну, около получаса где-то. Может, чуть больше, чем 20 минут. Вот. Я уже говорил. Вычитал, что где-то примерно средняя температура, когда, она стоит на холостом ходу, работает. Коробка греется через, минут 20, вот так вот, 30. Прогревается до нужной температуры. Вот. Прогрел. И через там 20 с копейками минут я начал переключать передачи. Опять же, по 10 секунд держал на каждой передаче. Вперед-назад, потом еще раз вперед. Все прогнал по кругу. 2 раза получается, да. Потом залез под машину, открыл заливную пробку. И думал, что оттуда выйдет лишнее масло, оно не вышло. То есть вот в прошлый раз, когда я заливал, я же слил масло и, думал, что я оставил чуть лишнего, но нет. Залил я немного, где-то грамм 150,
200 это прям от силы я залил. Потому что я залил так с запасом, начал качать. И оно буквально через, там, не знаю, ну, закачивать масло туда. Через эту ручную помпу свою. И оно буквально через секунд, ну, 6 через верх сразу же струей полилось. Ну, то есть, нормально. Закрутил. 27 ньютон-метров заливная пробка в коробке. Я бы уже, наверное, говорил, но на всякий случай повторюсь. С моментом 27 ньютон-метров. Теперь что? Теперь буду опять же... Сейчас возьму... Сейчас покажу, вернее, крепление. Я же сказал, что покажу. Вот. Купил 2 таких болта. Ну, я и до этого заказал болты. Но я заказал на 2 меньше. Поэтому я собрал полностью правую фару, а левую чисто накинул. Вот. Когда откручиваешь, оно вот эту пластинку регулировочную, оно ее вниз задвигает. Так, сейчас. Сейчас, наверное, я фару эту сниму. Да, полностью. Так, ну что, антифриз закачивал, я уже показал, наверное. Ну, показывал. Да, по-моему, показывал. Там же уровень. Кажись. Меньше уровня нужно подлить. Да, вот. Антифриза-то я нужное количество, ну, размешал. Ну, по мере, вот видите, как прогреваю антифриз, уровень, там где-то воздух продувается, и антифриз, уровень приходит в норму. Поэтому вот так. Доливаем. Оп. Так, главное не перелить. Чуть выше. Ну, где-то вот так вот будет посерединке. Ну, я как бы по моим подсчетам вот это вот все должно еще влезть. То есть где-то там еще система не развоздушена, поэтому буду ждать и подливать. А пока нормально. Так. Вроде ТЗЦУ нигде ничего не течет. Ни из-под двигателя, ни из-под коробки. Уплотнители все вроде нормальные. Тоже вот этот уплотнитель, что я на трубку маслоотделителя ставил, вроде бы не сопливит. Смотрю, просто вот под трубкой прям подтеки нету. Так. Теперь. Ну что ж, наверное, я сейчас радиатор поставлю. Кондиционера установлю, его уже подключу, чтобы эти трубки не мешали, не мозолили глаза. Да, он, кстати, пришел без датчика. А я, когда... На какую же я покупал радиатор? Не покупал, да. Это когда на белой Audi я сломанный радиатор выбрасывал, я датчик скрутил и снял, оставил себе. А с этой целый радиатор кондиционера я на белую накинул. Да, так вот сейчас мне нужен датчик на радиатор, потому что радиатор пришел без датчика. Там датчик такой с фишкой подключения. Ну, сейчас покажу. Так, ну что, вот посылка пришла. Паковали вроде хорошо. У меня надежда. Ну, я сам чисто так сверху упаковал этой штукой. Ладно. Будем надеяться, что снизу тоже есть. Ну что ж. Ну, он бэушный, это понятно. Он БУ. Оно ясно.
что будут следы типа мусор всякий. Вот это вот побито тут, конечно же. Но сами магистрали, они вроде как целые, да. Целые. Сейчас я еще раз перепроверю, посижу. Хорошенько. Ну все. Почистил. Вот. Кто-то очень вандально отковыривал. Ну, такое бывает. Вот датчик с прокладкой там стоит. Все. Теперь я уже показывал, ничего страшного. Может, кто-то видео мои другие не смотрел. Или не смотрит. Я на это просто наткнулся. Покажу еще раз. Так. Пока в сторону. Наверное, зря эту ерунду установил. Чуть-чуть попробуем здесь. Получится с ей. Угу. Вот. Тут такие вот смазки. И, соответственно, они тут тоже есть. И мне эта ерунда мешает. Значит, ее нужно открутить. Значит, ее сейчас открутим. Чтобы ее открутить, нужно это открутить. Ладно, ладно. Сейчас мы это все сделаем. Так, ну я его отпустил чуть-чуть. Вот, опять же, вот салазки. И просто берем, направляем везде, со всех сторон. И так. И вот так вот до щелчка оно должно опуститься. Все. Так, сейчас обратно это зажму. Его. Так. По-моему, торкс на 20. Да. Торкс на 20. Все это закручивается. Ну что, так. Накинул. Это я еще не зажимал, но его сильно зажимать не надо. Там плотнитель свой. Алюминием. Дальше не пойдет, что нужно. Теперь. Это низ. Это вверх. Да. Сразу низ освобождаем. Тут тоже нужно чуть-чуть. Видите, я когда отковыривал, тоже немножко вот в этом одном месте, но все равно чуть-чуть вставил бортик, и его нужно мне спилить напильником. Заодно и здесь проверю. Так. Так. А тут у нас все нормально. Ну что, все. Так. Зачистил. Доживил. Сейчас буду. Там есть такая направляющая. Так, вон она. Главное, чтобы в нее попало. Это все счастье. Это все счастье. Так, тоже торг на 30. Так. Может взять, помочь чуть-чуть. Помогает, нет, не знаю. Но краску содрал. Ладно. Ну, вроде заходит. Ладно. Нужно крутить уже. Так.
Так, ну тут вроде закрутил. Вроде бы как закрутил. И вроде как оно сидит. Все. Теперь нижнюю часть. Нижнюю часть. Ах. Вот так. Так, да? Только этот болтик, он наоборот сверху закручивает, потому что тут резьбы нету, резьба в самом вот этом корпусе. В самом этом корпусе резьба. Трубки. Вот. Так. Так что. Потертость небольшая, но ничего страшного. Датчик. Так, этот датчик, вот он. Раз. Он чистый. Поэтому оставляем его. Так, это все крепится за балку, а вот это вот не за балку, а сюда вот должно крепиться. Но тут сердцевинки металлической нету. Я еще поищу. Это тоже за балку. Так, ну что, теперь остается что? Правильно, фара. Ну что ж, сейчас установим вот это. Оп, снимем. Устанавливается она не тяжело. Вот так вот, хоп, и все. И она установлена. Угу. Так, что-то тут. Постойте. Постойте. Ж правильно, да? По-моему, да. Так, где-то что-то мне мешает. Ну вот. Вот так вот оно должно быть. Вернее, заходить вот так должны они. Так. Сразу же. Оп, есть один. Так, тут. Второй. Готов. Тут понятно. Сейчас я закрою капот и буду настраивать. Ну, уже покажу потом. Так, ну что. Ну вот и все. Балку эту поставил, старую родную, стало она хорошо, как влетая, все. Радиатор поставил, подключил, фару отрегулировал, настроил высоту, вылет, короче, вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад, там, вперед, ну, в общем, все плоскости. Это под парктроника висит провод. Установил, подключил, завел, тоже установил. Это вот тоже потоков воздуха, разделитель, что я ремонтировал, тоже установил. Все. Ну вот так. Получается, готово. Остается левый такой же разделитель потоков воздуха купить, установить. Они собаки, конечно, дорогие, но нужно уже купить. Пусть будет все как надо. Тут все держится, все установлено, долито, закручено, прикручено. Ну вот,
Сейчас я... Оп. Оп. Ну вот, да. Все я по меткам поставил. Вот это вот только нужно, чтобы мне маляр хорошо отремонтировал. Потому что не только тут, но немножко и вот эту часть повело. Ой, хотелось бы, чтобы у него получилось. Ну, следующее, мне нужно уже прикрутить его, ну, металлическую эту ерунду. Там один болт, вообще он прям проржавел, съела ржавчина его, поэтому нужно его менять. Да, прикрутить. Я сейчас скажу, потом чисто покажу, может повторю, посмотрим. Вот это вот каркас металлический, да, ну он там под двигателем защиты к нему крепится. У него вот тут болты, по-моему, их раз, два, 3, 4, 5, 6, по-моему 6, а может даже 8 еще вот 2. Но суть в чем? В том, что каждый из болтов, тут, по-моему, вот эти крайние или вот эти крайние, они вот такие длинные, остальные короткие. Но что длинные, что короткие, они все на 90 ньютон-метров закручиваются и с доворотом еще на 180, на 90 вернее. Да, нужно их доворачивать. Так, ну что, еще рано говорить там, ну что. Вот теперь. Так, ну вот я под машиной. Вот эту ерунду решил прикрутить. Вот. Ой, не знаю, будет видно либо нет. Короче. Вот она у меня гуляла. Сразу легонько, чтобы наживить, потому что тут по миллиметрам входят болты. Поэтому до упора сразу не закручивайте два болта. Пусть она немножко гуляет. Потом нужно пережать динамическим ключом. Каждый болт нужно на 90 ньютон-метров затянуть. И потом на 180, на 90, на 180 дотянуть. Да, не забывайте еще. Вот тут есть такие клипсы. Фиксатор такой. Так, ну-ка. О! Раз. И вот этот вот тоже. И два. Все. Все. Так. Это поправить. Да. Ну что ж, осталось, тут не осталось. Ну ничего страшного. Так. Сейчас берем ключ. Ключ динамический. Динамический ключ. 90 ньютон-метров. О, есть. Есть. Такое дело. Есть. И это есть. Так. Теперь каждый на 180 нужно градусов докрутить. Так, 180 градусов нужно довернуть. Фух, поехали. Повороты. Так. Ага. Это будет нелегко.
Так вышло. Ну, наверное, там было видно, когда я крутил, что у меня мобильник справа лежал, и там был аукцион открыт. Немножко не успел я, хотел показать вам процесс. Вот. Торги просто по новой машине. Сегодня были. Да. До этого тоже торговались разные, но как-то что-то не уходило, все не получалось. Но... ну вот, смотрите сами. Мне вот брокер, кто торгует, он прислал видео. Да, так что вот торги были, сегодня торговалась машина. Поэтому вот я не смог, как-то проворонил. Буквально на 2 машины. Ну, я отлучился, пришел, а торги уже прошли. Да, поэтому, вот смотрите. Но сейчас ждем утверждения. Да, поэтому вот. Мы выиграли автомобиль. Да. Сейчас ждем утверждения. А 10-200 мы дали. Продавец пока ничего не дал. Ничего не говорит. Сейчас вот мы ждем. 10-200 мы выиграли. Дальше ждем. Как только у меня что-то изменится, я вам дам знать. Короче, выигрышная ставка сыграла наша. Ну, как сыграла? Мы предложили больше за машину. Вот. Поэтому, но эта цена меньше, чем ожидаемая от страховой компании. Поэтому сейчас продавец, то есть страховая компания, они решают, отдать ли нам, ну, мне, за эту стоимость машину, которую выиграли. Да. Либо же предложить оффер. Ну, свое предложение выше, чем стоимость, которую мы, ну, сыграли, ту стоимость, но ниже, чем их ожидаемая цена. Ну, либо они могут сказать, что мы вот хотим такую цену и точка. Но я думаю, должно получиться выиграть эту машину. Если получится, я вам расскажу, почему я так думал, что ее получится выиграть. Короче, если будет все хорошо, то очень интересный проект. Надеюсь, все получится. Вот. Так, ну что, там я уже защиту поставил. Уже не буду показывать. Ну, понятно, как защита выглядит. Сейчас тут небольшие ревизии. Такую проверочку делаю под этим, под машиной самой. Ползая. И тут местами обнаружил, что нету вот таких вот заглушечек, закруток. Там одной нету, там одной нету. Да. По-моему, с этой стороны, с правой. То есть я уже прикрутил все. Остались мне, наверное, если память не изменяет, с левой стороны там 2 были нужны. Было нужно прикрутить. Сейчас я возьму свой фонарик переносной. Оп, хороший. Так. Сейчас и посмотрим. Так. Да, тут вот еще вот это нужно. Вот эту вот отправить. И там 2 не хватает. Ну все, машину я спустил на землю. Также спустил. Одну сторону поднял. Спустил одну сторону. Ну, выдвинул один по одному кирпичу с одной стороны. Спустил на их, потом вторую сторону. И вот так вот получается спустил. Так вот тык-тык-тык. Ну и спустил. В итоге задние колеса вон на досочках стоят. Но это ничего страшного. Они невысокие сами по себе. Поэтому съеду. Съехать можно. Вот. Машина стоит уже тут. На земле. Да, задняя правая там пружина. Если помню, ну, в первых видео показывал, по-моему, даже в этих недавно показывал, что нужно сделать. Там пружина и посадочная такая демпфер, такая резинка посадочная. Она вылетела ее, когда вилами поднимали на аукционах.
либо при отгрузке, разгрузке. И уперлись там в пружину, получается. Ну, короче, сместили его. Оно выскочило со стакана. Когда поднимал в ту сторону, пружина ослабилась. Ну и я ломом там посадил на место. Так что все отлично. Да, защиту я все прикрутил. С левой, с правой стороны, сзади, спереди. Ну, боковые. Боковую там поприкручивал, где не было. Где болталось, добавил. Шпилек всяких, болтиков. Спереди тоже центральную прикрутил, ну, которая под коробкой находится, такая большая. Потом такая вот под двигателем пластиковая, мощная такая, 4 болта, и там спереди 3, сзади 3. Ну, а под бампером, ну, которая возле бампера, она в бампер монтируется, ее только потом, когда с бампером удобно. Так что ставить. Так что вот, осталось теперь договориться о дате покраски машины, когда можно в покраску сдать. Да, отдать в покраску бампер. Там уголок этого капота, чтобы они подкрасили. Желательно бы, чтобы у них это получилось хорошо. И можно продолжать дальше ее собирать, восстанавливать, менять там панели. Что я тут докупил вот эту панель, там кнопки все убитые в хлам. Там жалюзи воздуховодов. Ну, короче, по мелочи. Ну, вот так.